Всем привет. Сразу скажу, сегодня расклад не для того, чтобы вас там, так сказать, над вами посмеяться и так далее и тому подобное. То есть это не оскорбительный расклад, это психологический. Посмотрим теневые стороны, почему ты считаешь, что это не про тебя, да, посмотрим. Потому что мало кто свою тень принимает и скажет, да, это про меня. Обязательно приходите в проживание арканов, там вы это все проработаете. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Итак, я думаю, что давайте начнем наш расклад. Единички. Для сигнификации я придумал вопрос, почему ты считаешь, что это не про тебя. Потому что это самое такое любимое. Ну, по картам ты слепа, как крот. Потому что, знаешь, потому что твоя психика, она специально искажает реальность, чтобы защитить тебя от правды. И ты упорно веришь, что твои вот эти нытье, позиция жертвы — это просто как будто временные трудности, а не твой осознанный выбор. Ты саму себя убедила, что все вокруг виноваты в твоих проблемах, и поэтому ты не видишь, как сама себе яму роешь. Твое ж подсознание, оно кричит, что там лучше быть несчастной, но, как говорится, в знакомой среде, чем рисковать и менять что-то. И ты боишься признать, что твое нытье — это вот способ манипулировать другими, чтобы они решали твои проблемы вместо тебя. Ты не хочешь замечать, как твое поведение, оно разрушает отношения, потому что тогда придется взглянуть в глаза своей слабости, да? И ты прячешься за идею, что типа, все так живут. Лишь бы не признать, что ты сама создала этот цирк, где ты играешь главную жертву. И пока ты не осознаешь, что это не жизнь тебя ломает, а ты сама ломаешься под весом своих отговорок, то будешь продолжать верить в эту сказку про бедную себя. А что ты хотела? По-другому тут никак не скажешь. Почему ты превращаешься в жертву, в нытика и бедную себя, которой все должны? Но знаешь, по картам ты ведешься на эту игру, потому что в глубине души ты уверена, что быть слабой — это выгодно. Ты подсознательно выбрала роль жертвы, чтобы не нести ответственность за свою жизнь. И ты ноешь, потому что боишься действовать. И типа, а вдруг не получится? И тогда придется признать свою неидеальность, да? Но ты этого не можешь позволить. Ты требуешь от других помощи, потому что ты сама не веришь, что ты можешь справиться. А это детская позиция. Нет, знаешь, вот как дети, пусть мама за меня решит. Вот у тебя это осталось. Ты не строишь свою стабильность, а ты ждешь, что кто-то придет и даст тебе готовые решения на всю твою жизнь. И мужика ты хочешь не для того, чтобы быть равноправными партнерами, а чтобы он помогал тебе решать твои проблемы. И ты застряла в этом, потому что ты боишься взрослеть. А взрослеть для тебя — это значит принимать решения, ошибаться, нести за это ответственность. А ты хочешь остаться в этой зоне комфорта, где тебя жалеют, где тебя спасают и по головке гладят, даже если ты не права. И вот это твое «все должны мне» — это вот крик о том, что ты вот не научилась вот саму себя ценить.
Ты измеряешь свою значимость через внимание других, а не через собственные какие-то достижения. И пока ты не поймешь, что твоя ценность, она в твоих действиях только, а не в жалости окружающих, то будешь тонуть в этом болоте. Ну а как ты хотела? Как проработать? Ну знаешь, хватит ныть, во-первых, да? И начинать действовать пора. Вот первое — это перестань тащить за собой вот эти обиды, неудачи из прошлого. Выкинь ты этот хлам из головы. И вот я всем говорю, да, ручка и листочек наш, как говорится, друг. Вот возьми листочек бумаги и напиши вот все ситуации жизни, где ты вела себя как жертва. И посмотри ты правде в глаза. Это не мир такой жестокий, это ты сама разрешила ему так с тобой обращаться. Начни принимать решения сама, даже мелкие. Хочешь пожаловаться на работу? Вот вместо этого составь план поиска новый. Чувствуешь, что мужик тебя не ценит, скажи ему это прямо, а не жди, когда он там догадается. Про обиды то же самое. И перестань измерять свою жизнь, да, чужими мерками. Твоя ценность, она же не в том, что о тебе другие подумают, а в том, что ты делаешь для самой себя. И если, например, ты там ошибаешься в жизни, да, то не превращай это в трагедию. Что сказал, сам не понял? Трагедию. Понимаешь? Потому что наши ошибки — это топливо, бензин для роста, а не повод для нытья. И каждый раз, когда тебе хочется сказать: какая я бедненькая, какая я замученная, замени вот эти слова на там «я справлюсь», «я умный», «я терминатор», «я супермен», ну там «супервумен». Не жди одобрения от других, действуй. Сначала страшно будет, но зато через месяц ты сама себя не узнаешь. Да, вот так вот. Я знаю, что сейчас 90% отвалятся и будут меня, как говорится, поливать. Но извини меня, правда такова. Карты никогда не врут. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Двоечки, почему ты считаешь, что этот расклад не про тебя? А потому что ты как баран в свою картину меру уперлась. Где ты независимая, самодостаточная. Ты вот намертво убеждена, что все у тебя под контролем. Работа, деньги, вид внешний. И ты зубы показываешь при малейшем намеке, что ты можешь быть там слабый, или, не дай бог, кто-то тебе скажет, что в тебе есть изъяны какие-то. Особенно какой-то дед, да, болтает, что у тебя какие-то изъяны, а ты же идеально, у тебя вон попка как орех. Твое эго, оно выстроило бетонную стену. И ты вот жуешь мысли о том, что жертва — это там про кого-то другого, кто там не умеет круто деньги заколачивать и лицо держать. А знаешь, в чем правда? Она в том, что твоя денежная независимость — это просто вот занавеска, ширма. Ты подменяешь реальные эмоции деньгами и статусом, чтобы не признавать свою эмоциональную нищету. Это вот тот самый момент, когда ты орешь я сама» и ломаешь все подряд. Но внутри девочка, которая ждет. Не знаю, почему вспомнил доктора Кто. А у тебя девочка, она ждет, что мир наконец-то догадается о ее боли внутри, без всяких слов. И ты отрицаешь проблему, потому что признать ее
значит рухнуть в эту самую яму, откуда ты всю жизнь карабкаешься. И вот страх оказаться уязвимой, он заставляет тебя бить первый. Ты агрессивно отшиваешь любую мысль о своей слабости, как вот пес сторожевой, да, который лает на собственный хвост. И чем громче твое вот это не про меня, дед говорит, это не про меня, тем очевиднее, что ты уже по уши в этой роли. Почему ты превращаешься в жертву нытика и бедную меня? Ну, знаешь, а ты сознательно выбрала эту роль. Как актриса вот на этом, когда смотры, на кастинге. Ты решила, что быть жертвой — это самый надежный способ получить внимание и ресурсы. И ты разрываешься между вот этим «хочу любви» и «боюсь доверять». И вот в этом разрыве рождается твой театр одного актера. Короче, ты манипулируешь жалостью как прям профессионал. Намеренно выставляешь свои раны на показ, чтобы окружающие бежали тебя спасать. Ты посчитала вот, что нытье и страдательная вот эта позиция, они лучше работают, чем просьбы. А ты же самодостаточная, ну как просить? А еще ты вот, как сказать, вот прям убийственно рационально в этом. Ты холодно взвешиваешь там, кому сколько слез можно показать, да, для максимальной выгоды. А корень — это в страхе взрослой ответственности. Тебе проще изобразить там беспомощность, да, чем признать, что ты способна свои проблемы перевернуть. Но это усилий требует. И ты застряла в этой детской позиции «мир мне должен». Потому что тогда можно не отвечать за свою жизнь. И каждая твоя вот эта «бедная я в этом мире, я самодостаточный, никто никогда мне не поможет» — это шантаж. Ты неосознанно копируешь или маму, или бабушку, которые решали вопросы через манипуляции, думая, что они этим всем рулят. И знаешь что? На улице 21 века это уже не работает. Люди просто устают от этого цирка твоего. Как это проработать? Хватит ныть, хватит ныть. Начинай действовать. Вот системно действовать. Брось оправдывать свою вот эту, как сказать, лень. Потому что если ты вот прокрастинируешь с делами, да, а потом ноешь, что тебе не помогают, это твой выбор. Понимаешь? Вот начни с малого. Там составь четкий план на каждый день, да, и выполняй его без поблажек. Не жди мотивации, включи режим робота. И возьми на себя денежную ответственность. Не завтра, а сейчас. Если ты вот деньги тратишь там на ерунду, на поддержание своего пафоса и так далее, а потом у подруг спрашиваешь деньги, это не они жадные. Это ты не умеешь управляться с бюджетом. Заведи себе там листочек с расходами и заставь себя экономить. И знаешь, вот, так как ты держишь лицо такой неприступной дамы, то ты как просишь поддержку? Ненормально, нет, ты манипулируешь. Вот найди реальные способы твоей поддержки, да, вместо манипуляций. Говори прямо: мне грустно, там, обними меня. Или там вместо там ты меня не любишь, скажи: я тебя люблю. Потому что ты научилась мастерски манипулировать вместо того, чтобы показывать свои эмоции. И прекрати цепляться за прошлые обиды. Вот каждый раз, когда ты ловишь себя на мысли, что «я такая бедная, я несчастная, я сама сковала свою жизнь». Да, ты сковала свою жизнь, но манипулировать зачем? Понимаешь? И создай систему, где ты не зависишь от собственных манипуляций.
Понимаешь? Не играй вот эту вот манипулятивную такую неприступную там королеву. Понимаешь? Просто говори так, как ты чувствуешь душой. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Ну, тут вообще все понятно, даже трактовать не нужно. Первый вопрос у нас для сигнификации. Почему ты думаешь, что этот расклад не для тебя? А потому что у тебя есть мнение, и оно единственное правильное. И все, тут трактовать даже не нужно. Ты как скала, как гора. Ты отказываешься признать, что вообще имеешь хоть какое-то отношение к роли жертвы. Я никогда не жертвлю. Ты что, дед? Я тебя просто смотрю, потому что мне интересно, чего ты там скажешь. Жертва — это про соседку. Вот соседка там вечно орет, а мы даже не ругаемся. И вот ты держишься за свои установки мертвой хваткой, как будто это твои деньги последние. Ты прям на 100% уверена, что все контролируешь, а эти разговоры про беспомощность, про бедную я — это полная херня. Дед, я тебя просто смотрю. Потому что если ты признаешь проблему, то придется что-то менять, а это страшнее, чем ядерная война. Ты строишь из себя вот реально железную леди, которая сама все решит. Только эта энергия для реальных действий, она наглухо заблокирована. Ты боишься, что если контроль ослабишь, то мир рухнет. Поэтому удобнее сказать: «Это не про меня, дед». И продолжать вид, делать, что все хорошо. Ты свой маленький мирок так защищаешь, что вот даже если это, как сказать, даже если этот комфорт изнутри гнилой, ты все равно его защищаешь, потому что тебе комфортно. А проблем ты не видишь, потому что твоя психологическая броня, она сделана из страха. А страх этот — посмотреть правде в глаза. Страх взять на себя ответственность, страх оказаться уязвимой. Вот это твой самый главный страх. Страх уязвимости. И вот эта броня, она такая толстая, что ты сама веришь в свою неуязвимость. Хотя на самом деле ты просто заморозила все свои чувства. Ты отрицаешь нытика в себе, потому что это единственный способ не сойти с ума от осознания, как много ты сама себе врешь. Почему превращаешься в жертву нытика бедного меня, который все должны? А ты как профессиональный манипулятор себя ведешь. Но ты этого не осознаешь. Нет, ты втихаря считаешь, что мир тебе должен. Потому что в глубине души ты уверена, что ты недополучила там любви, там поддержки, внимания, тебе должны. А тебе, естественно, да, тебя родители недолюбили. И теперь ты компенсируешь это, выклянчивая жалость, как подачки. То есть, нет, ты не напрямик говоришь, что «Ой, я там умираю». Нет, ты ситуации создаешь, где можешь поныть и получить свою порцию «Ой, ты бедняжечка-то моя». Потому что это единственный доступный тебе способ почувствовать заботу. Потому что по-другому ты не умеешь, ты же должна играть свою роль. Просить напрямую ты не умеешь, зато ты мастерски разыгрываешь вот эти спектакли с обидами, страданиями и так далее, особенно со своим мужиком. Конечно, из детства идет, я уже сказал. Когда ты поняла, что вот искренние просьбы, они просто не работают. А вот если показаться слабой и несчастной, то тебя пожалеют. И сейчас вот у тебя получается автоматически включать этот режим, даже когда объективно все нормально.
И ты сама не замечаешь, как твои жалобы, они превратились в оружие для скрытого шантажа. А за этим всем огромный страх стоит. Если ты перестанешь быть такой бедняжкой, люди перестанут тебе помогать, и ты одна останешься. И ты не веришь, что тебя можно любить просто так, без твоих манипуляций. Поэтому сознательно или нет, но ты вот строишь отношения на чувстве вины у других, а не на искренности. У тебя всегда виноват он или она. Страдайте. А я терплю. Но этого никогда вам не покажу. Знакомо? Как это проработать? Хватит ныть. Пора свою жизнь брать в ежовые рукавицы, но не так, вот как ты привыкла. Ты же как? Ты же хитрожопо все делаешь. Они умоляют тебя. И ты в этом профессионал, я бы сказал. Просто признай, что ты не жертва обстоятельств. Ты режиссер этого цирка. Перестань выжидать удобный момент и начни прямо сейчас делать. Ты должна жестко пресекать себя каждый раз, когда ловишь на мысли, что «Ой, я такая несчастная, я такая, вот меня никто никогда не пожалеет, и вот оно, вот оно». Я вот не знаю, как это объяснить. Вот вместо жалоб, да, конкретные просьбы говори. Потому что ты как делаешь? Например, с подругами собираешься, хотя у тебя подруги те еще змеи, и я это понимаю, то ты начинаешь говорить: прикиньте, мне такой там, это пример. Мужик попался, он такой мудак, я его так на место поставила. И что ты ждешь? Какая ты умничка, как ты вообще... Ой, какая ты умничка, вот она, твоя подпитка. Ты хочешь вот такими железными историями, как ты выстояла перед какой-либо там несправедливостью, ты вызываешь у подруг, неважно у кого, чтобы они тебя пожалели. Какая ты молодец. Вот прекрати. Вместо жалоб на других конкретные просьбы. Вместо манипуляций честный разговор. Перестань тащить на себе все проблемы. Вот как эту лебедь, щука да рак. Телегу. Делегируй, отказывай, границы обозначай. Но тебе нужно переключиться из позиции «посмотрите, как я страдаю и я выживаю» на вот это «ой, да ладно, я сама решу, ничего страшного тут». Но и в крайности не кидайся. Не пытайся там за день все исправить. С малого начни. Один день без нытья, без жалоб на других. Потому что твои вот эти вот манипуляции, они же, вот как сказать, они на других выливаются. Например, в магазине хочется поругаться. Хотя, по сути, ее ругаться-то нечего. А ты же, железная леди, надо показать, какие все плохие, а ты хорошая. Тебе же хочется разыграть вот эту обиженную. Вот когда хочется, себя спрашивай, а что-то я на самом деле хочу от этого получить. И добивайся вот этого, чего ты хочешь получить, нормальным путем. Ты же тот человек, который дверью хлопает, да, когда уходит. Это и образно, и в прямом смысле. У тебя задача сделать человека виновным, оставить его там якобы с его говном, хотя ты свое говно ему оставляешь и уходишь, хлопнув дверь. Это твое самое любименькое. Это манипуляция, а потом «ой, как он там, наверное, страдает». Вот твоя задача перестать кормиться вниманием через жалость и научиться получать поддержку честно. Для тебя это будет дико непривычно и страшно даже, но иначе ты так и останешься в роли вот этой, которая дверью хлопает, которые все в душе презирают. Сильная женщина в тебе, она уже есть.
Вот просто перестань ее душить своими страхами и перестань, так сказать, свои обиды выливать на других. Это только твое, это только твои обиды.